Друзья, здравствуйте! Меня зовут Галина Дмитриева, и вы на канале Georgia Private Investment. Здесь мы говорим об инвестициях и недвижимости в Грузии. И сегодня я хочу поговорить с вами об одном очень интересном застройщике, о котором нас часто спрашивают во всех наших каналах, и это компания Альянс. Шестой год мы занимаемся недвижимостью в Грузии, и каким-то удивительным, совершенно мистическим для наших клиентов в том числе образом мы не смогли посотрудничать до сих пор с компанией Альянс в продаже их прекрасных апартаментов и объектов недвижимости. И, наверное, пришло время рассказать вам, почему мы не работаем с этой компанией. Я думаю, что вы будете удивлены, но мы не работаем с ними чисто из уважения к их труду. Все дело в том, что у компании Альянс Компания Альянс слишком хорошо работает. Парадоксальная вещь. На самом деле у компании совершенно потрясающая, огромная, десятки тысяч, хотела я сказать, человек, но на самом деле действительно у них огромные офисы, большое количество всевозможных департаментов, в том числе крепчайший отдел рекламы и маркетинга и прекрасные отделы продаж. Поэтому с их рекламными бюджетами, с их подходом к делу, с их яркой, красочной упаковкой нам просто не соревноваться. Это действительно не имеет никакого смысла. То есть на самом деле мы не работаем с проектами компании Альянс не потому, что они какие-то не такие, вы ни в коем случае этого не подумайте, а потому что просто каждый должен заниматься своим делом. Мы считаем, что наша полезность, наши компетенции, наша экспертность нужна в других проектах, которым требуется помощь в реализации своих объектов. Компания Альянс в нашей помощи существенным образом не нуждается. Чем же знаменита компания Альянс с точки зрения строительства? За моей спиной, буквально вот в кадре где-то здесь, один из знаковых проектов вообще всего Батуми, естественно, знаковый проект для компании. Это проект Альянс Palace by Marriott. Что все это значит? Ну, я думаю, что вы наверняка видели уже этот дом и на открытках, на картинках, на всевозможных постерах, рекламных макетах. То есть, в принципе, наверное, ни один уважающий себя батумский блогер не пропустил где-нибудь это фото вот этого знаменитого здания. Компания специализируется на проектах апартаментов, то есть это инвестиционные объекты в первую очередь, и главным флагманским брендом во всех них является бренд, отель международного бренда Marriott. В этом видео мы постараемся ответить на самый главный вопрос, вообще стоит ли вкладываться в проекты компании Альянс и как себя чувствуют инвесторы, которые вошли в эти проекты на самом старте. Я думаю, что я не буду тратить в сегодняшнем разборе время на обзор конкретных планировок, стоимости обслуживания в этих комплексах и вообще, да, вот с точки зрения работы, как это устроено. Освещу только интересные, важные моменты с точки зрения моего личного клиентского опыта и с точки зрения опыта наших как раз-таки друзей, наших партнеров, наших коллег. Что я могу сказать по конкретному проекту Альянс Palace? У меня есть собственный клиентский опыт, ведь сейчас я, в общем-то, живу как раз-таки в этом здании. Мы арендуем апартаменты 1+1, и, надо сказать, с большой удачей нам удалось поймать. Там не все апартаменты одинаковые, кто был в проекте, те знают, кто не был, давайте я немного разъясню. Сама конструкция здания подразумевает разное остекление фасадов, разное оформление фасадов. То есть в основной своей части все фасады и балконы, соответственно, тоже зашиты алюкобондом. И для кого-то и с точки зрения архитектуры это довольно интересное решение, возможно, даже удобное, но на самом деле с точки зрения пользователя, конечного туриста или собственника апартамента, это вот лично у меня вызывает большой-большой знак вопроса. Дело в том, что эти балконы довольно высокие по своему размеру, и когда я со своим невысоким ростом, примерно 158 сантиметров, встаю как раз возле этого балкона, то он мне примерно вот, наверное, вот так остается его граница. Соответственно, если я вдруг захочу сесть на стульчик на этом балконе, да, или как-то с комфортом разместиться на кресле, то ничего, кроме балкона, я и не увижу. Вот этого самого алюкобонда, зашитого совершенно наглухо. Поэтому в чем наше везение заключается? Мы нашли в конце прошлого сезона квартиру в центральной части корпуса с остеклением. То есть это полностью застекленные балконы, прозрачными витражами, они панорамные от потолка до пола. Соответственно, когда мы садимся на балконе, у нас абсолютно полная прозрачная панорама во все стороны. Вот в нашем случае это как раз панорама на сторону Турции, на бульвар, на море и на закат. Это, конечно, потрясающий вид, он всегда меня вдохновляет, захватывает, завораживает дух.
И я думаю, что напишите в комментариях, если вы отдыхали в таком апартаменте, или, может быть, вы являетесь его собственником, напишите нам, поделитесь своими впечатлениями. Раз уж мы заговорили об апартаментах, то, конечно, я должна поделиться своими впечатлениями внутри, да, то есть как я себя чувствую, что мне нравится, что мне не нравится с точки зрения ремонта и отделки. В общем и целом, таких глобальных претензий с точки зрения ремонта у меня нет. Все сделано довольно на высоком уровне, высокого качества, приятно как-то вот, ну, условно говоря, трогать эту мебель, сидеть в этих креслах, там все двери довольно приятные, все механизмы, все хорошо открывается, работает, двигается. Апартаменты здорово укомплектованы, есть полные комплекты посуды, все, что нужно заменить, обычно тут же меняется. Очень классное остекление, вот наружнее и внутреннее в том числе, то есть эти окна действительно обеспечивают довольно высокую шумоизоляцию. Если мы закрываем окно, то никакого шума с аллеи Героев, которая является очень оживленной улицей здесь с точки зрения автомобильного движения, но вот на 22 этаже при закрытых балконах спать можно в полной тишине, никаких проблем. Но есть определенные нюансы, о которых я не могу не упомянуть. Например, есть такой момент, как, наверное, я не знаю даже, как это сформулировать. То ли это в торопях, может быть, что-то было сделано, недостаточная гидроизоляция таких важных узлов, как душевая кабина. То есть там действительно постоянно стекает вода, и вот как-то приходится, вот, ну, такое чисто бытовое неудобство, всегда за этим приходится следить, как-то дополнительно убирать, развешивать какие-то ненужные тряпки. Ну, в общем, это такое, знаете, честно говоря, не очень комфортная ситуация. Тем не менее, она такая, наверное, кто-то вообще может сказать, что это сущая ерунда, а для кого-то это может стать и решающим моментом. Ну, обычно так и есть, покупаешь как бы элитное жилье, а потом тряпки развешивают. У тебя нет микрофона? Ну да, я соглашусь, конечно. Когда ты покупаешь или снимаешь, арендуешь жилье в таком проекте, как Allianz Palace by Marriott, да, где еще там какая-то приписочка есть о серьезном отельном бренде, то, конечно, развешивать тряпки, прости господи, после душа не хочется. Хочется выйти, надеть белый халат, сразу же на балконе сесть в удобное кресло, наслаждаться закатом, а не вот это вот все. Ну и есть еще нюансы, которые, наверное, возможно, были какие-то допущенные изначальные ошибки в конструировании. Уж тут я не могу утверждать наверняка, но факт остается фактом. Есть запах из канализации. Может быть, какие-то отдушки, обратные клапаны, что-то было неправильно или недостаточно надежно установлено, и вот такие моменты тоже там бывают. Ну, на самом деле, это меня в меньшей степени беспокоит. Текущий душ гораздо неприятнее. Если мы говорим о классе апартаментов, то претензий у меня минимальное количество, потому что даже в этих конфигурациях квартир, которые, ну, в общем-то, довольно маленькие, да, мы должны все равно делать скидку и понимать, что это не квартира для постоянного проживания в полноценном смысле этого слова. Все-таки это апартамент около гостиничного типа для временного пребывания, для отпуска, да, для кайфа и наслаждения там, видами, локацией и прочим. Поэтому даже вот в такую маленькую, довольно тесную конфигурацию, тем не менее, вписаны всевозможные шкафы, какие-то секции для хранения, рабочий стол в том числе. То есть, в общем-то, довольно эргономично организовано пространство. Но, опять же, оговорюсь, что все это сделано все-таки с прицелом для временного проживания здесь. Давайте представим, что мы вышли из апартаментов, мы насладились закатом или там позавтракали, да, с видом на море, и вот мы выходим из апартамента, что нас встречает. В общем и целом претензий к отделке помещений общего пользования у меня вообще нет, потому что все очень красиво, очень чисто, очень приятно, все ухожено, все поддерживается, то есть ну вот, комплекс функционирует уже некоторое время, и на самом деле в Батуми есть примеры, к сожалению, не очень удачные, когда проект новый, а вот туда заходишь, а он уже сразу старый. Вот это такая парадоксальная история, которую мы долгое время объясняли себе там климатом, влажностью, какими-то еще нюансами, но на самом деле боюсь, что это просто простая экономия на качестве изначальная, да, вот. То есть здесь вообще никаких вопросов нет, все сделано супер, на высоком уровне. Ну и сервис, в общем и целом, соответствующий. То есть мы спускаемся на скоростных лифтах, в которых почти никогда нет очередей, даже при полной загрузке. Вот на сегодняшний день там ситуация, закончился Рамадан, и поэтому практически вся турецкая сторона приехала сюда к нам в гости. Очень много гостей из разных стран, из арабского бассейна в том числе. Народу много, такая загрузка довольно
у дома мощная, и при этом никакого дискомфорта с точки зрения пользования лифтов нет. Все очень удобно. У владельцев и гостей апартаментов предусмотрен собственный сервис, консьерж-сервис, то есть это всегда с утра до вечера сидит специальная девушка, очень приветливая, их там 2 в смене, они потрясающие совершенно, по любому вопросу можно обратиться, они всегда помогут и подскажут. Надо отметить, что в этом проекте практически сразу была реализована вся инфраструктура с поправкой на пандемию. Они там потеряли 1 сезон, пока вот все вот эти ограничения работали. Тем не менее, как только пандемия закончилась, заработал на полную силу отель «Мариот» внизу, запустилось казино соответствующее, запустился спа-центр. И сегодня очень комфортно и удобно спуститься из своих апартаментов и пойти в спа, позаниматься в тренажерном зале, поплавать. Ну, в общем, просто чистый кайф. Я уж не знаю, то ли за счет того, что в номерах, в апартаментах установлена такая отельная система, то есть когда вы выходите, выдергиваете карту, и фактически у вас из активно действующих узлов в течение дня остается только холодильник, аварийное освещение и, по-моему, водонагревательный котел, потому что он тоже электрический, соответственно, чтобы вы не ждали, когда вода нагреется по приходу домой, вот эти 3 узла работают всегда. Все остальное отключается, и, возможно, это создает такую дополнительную экономию, потому что оплата за электроэнергию на самом деле смешная, вот по-честному скажу, смешная относительно всех тех объектов, в которых я имела опыт проживания здесь, в Батуми, и относительно тех объектов, где даже сейчас там мои родители проживают. Ну, в общем, как-то все это относительно друг друга довольно дешево. Вот, наверное, из месяца в месяц могу сказать, что примерно около 40 лари, это в пересчете на доллары, что у нас там будет, около 20, около 15 долларов получается оплата за электроэнергию. В общем, по-моему, цифры довольно понятные, да, если у вас есть что прокомментировать по этому поводу, напишите нам, пожалуйста. На сегодняшний день по этому проекту мы не успели, естественно, потому что он начал строительство и продажи еще наверное, за некоторое время до нашего приезда сюда, соответственно, очень быстро все было распродано, и мы не успели даже прикоснуться и как-то поучаствовать в продажах в этом проекте, но сейчас очень активно мы работаем там на вторичном рынке. Он там действительно живой, двигается, к нам приносят апартаменты, мы продаем апартаменты, предлагаем. В общем, такая очень динамичная ситуация там внутри комплекса происходит. Некоторые собственники принимали для себя решение сделать ремонт самостоятельно. Они брали за референс рендеры от Marriott, от Альянса и пытались реализовать что-то такое со схожими материалами. Сразу скажу, что разница, тем не менее, очевидна. Когда к нам в продажу приносят объекты с ремонтом под Marriott, это всегда выглядит несколько хуже, чем настоящий реальный ремонт от компании-застройщика. Вот такой редкий случай, но имеет место быть здесь. А он, кстати, держится? Сколько ему уже лет? Ну да, этому ремонту лет 5 как минимум, и держится все достойно, да, то есть, может быть, опять же, я, может быть, аккуратистка такая, да, то есть у меня всегда такой порядок, я стараюсь как-то так своим присутствием сильно не травмировать пространство вокруг, поэтому все чисто, все держится. Ну, вот я говорю, только единственные вот эти вот узлы какие-то редкие, там, типа в душе, вот такие. Да, как будто там изначально накосячили. Все остальное вообще приемлемо. Ну что, друзья, мы разобрали с вами первый проект компании Альянс, это Альянс Palace by Marriott, и я вас приглашаю к следующему проекту Альянс Privilege. Ну что, друзья, еще один, второй знаковый проект от компании Альянса. Вот здесь где-то в кадре вы его можете увидеть. Прекрасный, интереснейший архитектурный объект, который тоже станет визитной карточкой и компании-застройщика, и всего Батуми. Еще одно украшение нашего большого длинного бульвара. Что касается этого проекта, он стартовал с точки зрения строительства 4 года назад. Если я ошибаюсь, поправьте меня. Но вот на моей памяти примерно 4 года мы наблюдаем, как он растет. Это довольно сложная с точки зрения архитектуры конструкция с интересным таким каскадом из 2 зданий. Опять же, Альянс превзошел самих себя с точки зрения вот какой-то эстетики, новизны и вообще подхода к облику города Батуми. Давайте поговорим, что происходит внутри на сегодняшний день. Происходят там ремонты, естественно, да, потому что комплекс планируется к сдаче уже в этом году. То есть, в принципе, по задумке застройщиков, управляющей компании и вот, наверное, всех нас, мы все в таком ожидании, нетерпении ждем, что 15 числа Альянс откроет свои двери.
Значит, откуда эта информация? Дело в том, что наша Татьяна, наш партнер в части дизайна, она как раз сейчас там курирует объекты по ремонту, реализует свои дизайн-проекты, и вот как раз от нее мы получили такую довольно расширенную обратную связь, как там все происходит. На самом деле, наверное, Альянс Privilege, именно этот корпус, похож на какой-то военно-режимный объект с точки зрения вообще устройства всех процессов. Дело в том, что действительно очень жесткому контролю подвергаются все телодвижения на стройплощадке, внутри здания, то есть контролируется каждый занесенный внутрь болтик, винтик, каждый кирпичик, каждая плиточка, каждый человек, который туда заходит, проходит жесткие проверки, регистрируются все данные. Значит, для чего это делается? На самом деле многих собственников, тех особенно, кто решил делать там ремонты самостоятельно, это возмущает, это каким-то образом, ну так, наверное, не вяжется с общепринятой политикой здесь, в Батуми, потому что все здесь чуть более расслабленным образом происходит, да, вот, и мы к этому действительно привыкли. Но в Альянсе строгий порядок соблюдается, и я думаю, что это на самом деле хорошо, с одной стороны, с другой стороны, мы должны понимать, что есть у этого очень простое практическое объяснение. Понятно, что Альянс больше заинтересован делать ремонты самостоятельно, то есть получить как можно больше апартаментов к ремонту, потому что они, естественно, свои издержки экономят за счет эффекта масштаба, ну и вообще, в принципе, больше зарабатывают на тех квартирах, которые они ремонтируют сами. Поэтому, конечно, им невыгодно, чтобы вы заходили и что-то там делали самостоятельно. Значит, каждой квартире, которая ремонтируется чужими силами, предъявляется огромное количество требований с точки зрения приемки, то есть буквально там каждый сантиметр простукивается и принимается, и жестко фиксируется, контролируется, и заставляют переделывать многие вещи, узлы, которые не соответствуют каким-то образом, да, стандартам заданным. Опять же, кем? Отельным брендом Marriott, который присутствует и здесь, в этом проекте от компании Альянс. Хорошо это или плохо, не мне судить. Если вы собственник апартаментов в этом комплексе и делаете ремонт самостоятельно, или приняли решение ремонтировать вместе с застройщиком, напишите свои впечатления в комментариях, нам очень интересно, мы все обязательно почитаем и подискутируем на эту тему. Я свое мнение в этом вопросе, наверное, не буду как-то форсировать и скажу только, что я думаю, что такой порядок – это не так уж плохо. В целом, какие-то стандарты, в том числе сервиса и строительства, это то, чего мы ищем в Батуми, чего нам часто не хватает, поэтому то, как это реализовано здесь, реализуется сейчас в этом проекте, я думаю, что это не так уж и плохо. Так, что еще рассказать? Опусти пока, я подумаю. Хоть глаза открылись, да? На самом деле, я в большом восхищении, мне очень нравится, как выглядит этот проект снаружи. Исходя из моего опыта проживания в первом проекте компании Альянс, я полагаю, что там тоже будет здорово реализовано все с точки зрения качества. При этом надо понимать, что уже будут точно абсолютно учтены какие-то ошибки, которые, возможно, были допущены здесь. То есть я уверена, что этот проект будет на порядок лучше, интереснее и качественнее по сравнению со всеми в целом проектами в Батуми, да, и конкретно с предыдущим объектом от этого застройщика. Это простой, что это сказать, технический прогресс, да, наверное, простой здравый смысл нам подсказывает, что следующее должно быть лучше предыдущего. Если вы владеете апартаментами в этом комплексе и хотите их продать по каким-то причинам, возможно, вы уже достигли пика цены и хотите выйти в кэш, то, пожалуйста, обращайтесь к нам в компанию Georgia Pride Investment. Мы с этим проектом, так же как и с Allianz Palace, работаем в части вторичного рынка, в части перепродажи, переуступок и прочее, и прочее. А если вы хотите приобрести апартаменты в этом проекте и ищете что-то интересное по цене ниже, чем у застройщика, да и вообще хотя бы какой-либо свободный вариант, потому что в этом объекте уже ничего в продаже нет, то вы тоже можете обратиться к нам, к нашим менеджерам, и мы обязательно подберем для вас какой-то интересный вариант в Альянс Privilege. Знаешь, наверное, можно сказать, упомянуть, что в общем и целом, так как проект еще не запущен, мы минус это увидим только в процессе, да, то есть когда мы там сможем провести первые ночи в гостиничных номерах или там воспользоваться инфраструктурой, которая, по моим личным надеждам, будет действительно реализована примерно одновременно с запуском всего проекта, потому что по опыту первого Альянса они очень старались, очень стремились все сделать вместе, одновременно, но из-за пандемии, из-за объективных причин не успели. Вот сейчас, насколько я знаю, они спешат, торопятся, чтобы все это как-то одномоментно запустить. Это, видимо, все пишется и пойдет в ЧБ, да? Мне нравится.
Ну что, друзья, третий проект от компании Альянс – это Альянс Центрополис или Центрополис, кто как его называет и как вам вообще угодно. Это, конечно, главный на сегодняшний день проект от застройщика в Аджарии, по крайней мере здесь, в Батуми точно. Вообще компания, очевидно, имеет грандиозные планы, это ключевой игрок на рынке недвижимости. Я думаю, что всей Грузии и, конечно, в Аджарии в частности, поэтому у них есть большие планы по реализации разных проектов в разных регионах страны. Но если говорить конкретно про Батуми, то на сегодняшний день как раз-таки вот именно этот объект – это главная такая визитная карточка, будущая визитная карточка компании «Альянс». Проект, естественно, как и все предыдущие, имеет совершенно потрясающую оригинальную архитектуру. Этот трезубец вы тоже наверняка видели на всевозможных каких-то открытках, рекламных буклетах. Я думаю, что те, кто был в Сингапуре, наверное, какую-то могут параллель провести с отелем Марина Бэй. Что-то общее, очевидно, есть. И, конечно, я думаю, что с точки зрения претензий, с точки зрения заявки, стоимости, премиальности, это вот абсолютно одного класса объекты, проекты. На сегодняшний день проект находится в стадии строительства уже год, примерно год или даже чуть больше. И вот то, что мы видим реализовано сейчас, это первые 30 примерно, 32, по-моему, я насчитала этажа в текущий момент от земли. Это первый корпус. Значит, срок сдачи этого проекта анонсирован на конец 2027 года. Но вот тут я должна сделать важную оговорку, потому что, учитывая размах проекта, честно говоря, я прям думаю, что это большой вызов для компании-застройщика, если это будет реализовано в обозначенные сроки, но я буду стоять, просто рукоплескать стоя, потому что по своей сложности это действительно грандиозная история, это 3 огромных блока по 60 этажей с общей объединенной инфраструктурой внизу, да, ну то есть для реализации такого объекта требуется огромное количество затрат, финансов, ресурсов, средств, времени, опять же, да. И несмотря на то, что компания работает круглосуточно, 24/7 идет строительство этого объекта, чем, кстати говоря, наносится просто чудовищный, причиняется дискомфорт жителям соседних домов. Это действительно очень неудобно, потому что вот не знаю, насколько слышно сейчас в камеру вот эти строительные шумы, но поверьте, они не прекращаются. То есть эта ситуация здесь, ну, такая очень сенситивная для окружающих жителей. Тем не менее, стройка идет 24/7, и, конечно, только позавидовать продуктивности компании, но вот успеют ли они реально к 2027 году, у меня возникает большой-большой вопрос. Я буду ждать с нетерпением и желаю удачи компании-застройщику. На сегодняшний день у этого комплекса есть претензия на самое высокое здание здесь. На сегодняшний день самое высокое здание вообще на всем Кавказском регионе – это Батуми Тауэр. Вот эта башня с колесом как раз-таки обозрения маленьким, но ее позиции, очевидно, будут подвинуты в ближайшее время. Надо сказать, еще у одной компании с очень громким именем здесь есть, ну, как бы претензия такая, построить что-то еще выше. Вот это дубайская такая гонка, у кого повыше. Вот. Она, с одной стороны, наверное, ну, такая мальчишеская немножко, лишенная вообще какого-то здравого смысла. С другой стороны, в этих соревнованиях, ну, наверное, двигатель прогресса и заключается. То есть, действительно, в попытке перебить друг друга там, по качеству, по крутоте, по там, инфраструктуре, по каким-то фишкам. Это и есть конкуренция, и здесь ее задают в своем эшелоне. В общем-то, Альянс, наверное, вообще ни с кем не конкурирует. Он сам себе конкурент, потому что такого продукта, как они, наверное, никто не делает. Пока мне сложно кого-то назвать. Я бы хотела, но все-таки это будет второй эшелон. Все проекты, за которые я очень болею, радею, все компании. Но Альянс пока что впереди планеты всей. Владение апартаментами в любом из проектов от компании Альянс – это очень престижная, приятная, такая греющая душу ситуация. Другое дело, что если вы рассчитываете на какой-то серьезный возврат инвестиций, но вот по опыту моих друзей, знакомых и даже собственника тех апартаментов, в которых мы сейчас живем, все-таки недовольных там довольно большой процент. Недовольных довольно большой процент, уж простите за каламбур. Да, вот такая ситуация, несмотря на то, что этот застройщик максимально старается с точки зрения организации всех процессов, тем не менее, с точки зрения управления все еще идет вот эта наработка опыта, понимания, как это должно быть устроено.
Поэтому большое количество собственников отдали свои апартаменты в частные руки. Сейчас в Марриотте, как раз в Альянс Пэлас, действует несколько таких крупных игроков, которые забрали в управление большое количество апартаментов. Могу сказать, что все-таки такая инвестиция в эти комплексы, наверное, это больше про престиж, про статус, про ваше самоощущение и про попытку сохранить ваши денежные средства в надежной, качественной, классной недвижимости на первой линии, которая никогда не потеряет своих характеристик, покуда будет здесь стоять. Ой, я могу такие речевые обороты заворачивать, что сама удивляюсь иногда. Ну, в общем, если вы хотите, если вы ищете и видите себя в числе вот этих привилегированных людей, которые владеют апартаментами в одном из этих проектов, то, пожалуйста, обращайтесь к нам, мы обязательно найдем что-то уникальное, классное для вас по очень привлекательной цене. В этом заключается наша главная задача. Резюме. Компания Альянс, флагманский застройщик всей Аджарии. Я с большим уважением отношусь ко всему, что они делают, рекомендую их действительно от всего сердца, но нужно понимать некоторые нюансы, важные нюансы, да, о которых мы поговорили сегодня в этом видео. Владение апартаментами здесь – это классно, это престижно, это здорово, это дорого и это того стоит. В конце, по традиции, я приглашаю вас подписаться на все наши каналы, поставить лайки, колокольчики, чтобы не пропустить новые выпуски. Вот такой интересный, душевный разбор у нас получился с вами. Напишите в комментариях, дайте обратную связь, как вам понравилось это видео. И не забудьте подписаться на наш канал. И как всегда, до встречи в Грузии!